И если упростить до предела, то все землеройное семейство машин можно разделить на три профессии. Кто-то роет землю, кто-то ее возит, а кто-то равняет. Скрепер в этом списке почему-то всплывает редко, хотя именно он больше всего похож на читерскую машину, которая умеет делать сразу все. Сегодня вы узнаете, что такое скреперы, как они устроены и какие они бывают. Друзья, всем привет! Это 91-й выпуск серии Про, и тема сегодняшнего видео – скреперы. Скрепер – это землеройно-транспортная машина для послойного срезания грунта, перевозки его на расстояние до нескольких километров и последующей отсыпки и планировки сооружаемых насыпей и площадок. Классический скрепер состоит из следующих элементов. Ковш – это основной рабочий орган с передней режущей кромкой, на которой установлены сменные ножи. Ковш опускается для набора грунта, поднимается для транспортирования и устанавливается на нужную высоту при отсыпке слоя заданной толщины. Ножи – основной нижний и боковые – обеспечивают срезание грунта и формирование стружки заданной толщины. Заслонка – это передняя стенка ковша, которая может подниматься и опускаться, образуя загрузочную щель при наборе грунта и закрываясь при его транспортировании. Задняя стенка, эжектор или выталкиватель – это подвижная стенка в задней части ковша, которую гидроцилиндры выдвигают вперед при разгрузке. У прицепных скреперов ковш смонтирован на раме с передней и задними осями. У самоходных автоскреперов ковш подвешен на раме, соединяющей тягач и заднюю тележку. Система управления рабочими органами в современных машинах полностью гидравлическая. Гидроцилиндры отвечают за подъем и опускание ковша, управление заслонкой и выдвижение задней стенки. В ранних конструкциях применялись канатные системы и электрический привод. Полный цикл работы скрепера включает несколько фаз. Сначала ковш опускают, заслонку приоткрывают, создавая щель, и машина входит в забой. Ножи врезаются в грунт и формирует стружка, которая заполняет ковш. Когда загрузка ковша приближается к номинальной, его поднимают, а заслонку закрывают. Скрепер переходит в режим транспортирования и едет к месту разгрузки. На месте отсыпки ковш опускают, заслонку открывают, заднюю стенку выдвигают вперед и грунт выталкивается, формируя равномерный слой заданной толщины. При этом под действием массы машины происходит предварительное уплотнение насыпи. После завершения разгрузки ковш поднимается в транспортное положение, эжектор возвращается назад и цикл повторяется. Скреперы разделяют по нескольким признакам. По способу перемещения выделяют прицепные скреперы, агрегатируемые с трактором, полуприцепные скреперы с сидельно-сцепным устройством и самоходные, в которых тягач и ковш конструктивно объединены в одно транспортное средство. По способу разгрузки ковша различают скреперы с самосвальной разгрузкой, то есть с опрокидыванием ковша, с разгрузкой при помощи выдвижной задней стенки и элеваторные. По силовой установке самоходные автоскреперы делятся на одно- и двухдвигательные. У последних двигатели установлены на тягаче и в задней части скрепера. Такие машины применяются на строительстве автомобильных и железнодорожных магистралей, аэродромов, дамб, плотин и других гидротехнических сооружений, а также на крупных планировочных работах и разработке выемок. В нормальных условиях скреперы экономически эффективны при расстоянии перемещения грунта от примерно 100-150 до 1000-1500 метров. История современных скреперов началась в 1883 году, когда фермер и изобретатель Джеймс Портиус из штата Калифорния создал орудие, получившее название Фресно Скрепер по имени округа, где изначально оно и работало. Фресно представлял собой открытый металлический ковш на полозьях, к которому запрягали лошадей. Ковш при движении срезал небольшой слой земли, наполнялся, затем его поднимали и перетаскивали к месту отсыпки. Конструкция кратно повысила производительность землеройных работ и моментально распространилась на все большие стройки континента, от автомобильных и железных дорог до судоходных каналов.
В начале 20 века конная тяга сменилась колесными и гусеничными тракторами. Параллельно с этим шел и поиск новых способов управления ковшом. Применялись ручные речные механизмы, канатные системы, внедряли гидравлику, но наиболее успешным на тот момент стал электрический привод. Ключевую роль в этом сыграл американец Роберт Гилмор Летурно, начавший карьеру в строительном бизнесе в 1919 году. Столкнувшись на практике с проблемой низкой производительности и неудобством управления тогдашних машин, требовавших как минимум 2 человек, он поставил перед собой цель – усовершенствовать скреперы настолько, чтобы для работы с ними достаточно было одного тракториста. В 1920 году Летурно установил на трактор большой генератор, а на механизм подъема ковша – электрические двигатели. Для управления скрепером на рабочем месте водителя расположили специальный пульт. В 1923 конструктор пошел еще дальше и построил свой первый самоходный скрепер, не зависящий от внешнего тягача. Правда, в серию он не пошел, и следующие эксперименты длились почти 15 лет. В 1937 году Летурно обратился с идеей самоходного скрепера в корпорацию Caterpillar, но получил отказ. Боссы компании опасались, что самоходный скрепер уменьшит продажи гусеничных тракторов, которые тогда были основой их бизнеса. В итоге Летурно реализовал проект самостоятельно, построив свою первую серийную самоходную машину Tornapool Model A мощностью порядка 160 лошадиных сил, под капотом которой, кстати, стоял двигатель Caterpillar. В годы Второй мировой войны скреперы и тягачи нашли широкое применение при строительстве аэродромов, дорог и других объектов. По данным источников, около 70% парка землеройных машин союзников составляли именно машины компании Летурно. В 1944 году на фоне растущей конкуренции Caterpillar разорвала отношения с Летурно и начала собственную программу разработки скреперов, но гидравлических. В результате многолетнего соперничества двух инженерных школ электрические и канатные приводы гидравлики проиграли. В США помимо Летурно и Caterpillar важную роль в развитии скреперов сыграла и компания Euclid, позже вошедшая в структуру General Motors и торговавшая техникой под маркой Terex. Испытание своего первого прицепного скрепера модели 1SH вместимостью около 9 кубов компания начала в 1938 году. В 40-е появились двухосные скреперы модели 5SH и 7SH, а в 60-е с конвейера компании сошли и крупнотоннажные двухдвигательные самоходные машины типа TS-14, S-18 и TS-24, вместимостью соответственно 11, 14 и 18,5 кубов. Для управления ковшом и заслонкой на них применялась схема с односторонними гидроцилиндрами и рычажной системой, а эжектор приводился в действие трехштоковым гидроцилиндром. Caterpillar, вступившая в гонку моторных скреперов довольно-таки поздно, быстро наверстала упущенное и в конце 60-х выпустила малый элеваторный скрепер Caterpillar 613 и двухдвигательный тяжелый скрепер Caterpillar 627. Первый представлен в 1969 году и в различных модификациях оставался на конвейере более 40 лет. Это был небольшой скрепер вместимостью 8,5 кубов и мощностью 175 лошадиных сил. Он оснащался четырехступенчатой коробкой передач и мог разгоняться до 43 км в час. Применялся в основном при строительстве городских объектов. Второй вышел на год раньше, имел два двигателя общей мощностью 450 лошадиных сил, вмещал 15,5 кубов и мог разгоняться до 58 км в час. Занимал нишу между крупнотоннажным Caterpillar 657 и трехосным Caterpillar 666. Современные представители семейства, например, Caterpillar 627G, при массе порядка 37,5 тонн имеют ковш вместимостью 17 кубов. Советская инженерная школа к теме скреперов обратилась в начале 50-х.
Первым шагом стало создание полуприцепного скрепера D189, рассчитанного на работу в паре с сидельным тягачом МАЗ E525D. Тягач разработан на базе серийного карьерного самосвала МАЗ-525 и оснащался двигателем мощностью порядка 300 лошадиных сил. Скрепер изготовлен Челябинским заводом имени Кирова. Эта связка применялась на крупных объемах земляных работ при дистанциях перевозки грунта от 1 километра. Следующим этапом стало создание специализированных одноосных тягачей. В 1956 году на базе Минского автомобильного завода появился первый опытный образец тягача МАЗ-529, а Николаевский завод Дормашина изготовил для него скреперную установку D357. Эта связка стала основой для будущей массовой серии М, которая получила широкое применение в народном хозяйстве и инженерных войсках и стала незаменимой при сооружении насыпей, выемок и котлованов. В начале 1960-х годов в СССР сформировался запрос на компактные автоскреперы для работы в составе дорожных и строительных колонн. В 1963 на Могилевском автомобильном заводе имени Кирова изготовили первые опытные образцы одноосных полноприводных тягачей нового поколения МУАЗ-546, а в 1969 они получили индекс П и пошли в серию. Снаряженная масса тягача составляла около 10 тонн, мощность двигателя 215 лошадиных сил, максимальная скорость движения 40 км в час, расход топлива до 110 литров на сотню. МУАЗ использовался для буксировки модернизированного 12-кубового скрепера D357P, самосвального автоземлевоза D504A и других полуприцепов. В 1977 году связке из тягача МУАЗ и скрепера D357 был присвоен государственный знак качества, а всего с 1973 по 1989 было выпущено более 33,5 тысяч единиц. Самоходный скреперный агрегат применялся для возведения насыпей, разработки выемок, отсыпки дамб и плотин при перемещении грунта на расстояние до 5 километров, а при благоприятном рельефе и хорошем состоянии дорог и на большие дистанции. Параллельно с развитием самоходных машин в СССР существовала и широкая номенклатура прицепных скреперов, агрегатируемых с гусеничными и колесными тракторами. Вот некоторые из них. Прицепной скрепер ДЗ-33 с принудительной разгрузкой ковша. Рабочий объем 3 кубических метра. Мощность базового трактора 75 лошадиных сил. Производился в конце 50-х, начале 60-х годов Бердянским и Андижанским заводами дорожных машин. Имел ширину захвата 2,1 метра и глубину резания до 20 сантиметров. Скреперы семейства ДЗ-20 имели объем ковша 7 кубических метров и агрегатировались тракторами мощностью не менее 108 лошадиных сил. Производились Челябинским заводом дорожных машин в 70-х. Имели ширину захвата около 2,5 метров, глубину резания до 30 сантиметров и применялись в основном на мягких грунтах. Особое место занимал тяжелый скрепер ДЗ-77С, предназначенный для разработки рассыпных месторождений полезных ископаемых в условиях севера. В качестве тягача использовался гусеничный трактор Т-130 мощностью 160 лошадиных сил. Вместимость ковша составляла 8 кубических метров, ширина захвата 2,7 метра, глубина резания до 35 сантиметров. Производился также в Челябинске в начале 80-х. К концу 1980-х на смену старой связки из тягача МУАЗ-546П и скрепера D357 пришли новые машины Могилевского автозавода МУАЗ-6014 и МУАЗ-6014-8. Они имели мощность 225 лошадиных сил, транспортную скорость 44 км в час и брали 11,5 кубометров породы за раз. Параллельно завод поставил на конвейер более крупный самоходный скрепер МУАЗ-6007 грузоподъемностью 22 тонны с ковшом 10,5 кубических метров.
За океаном в это время основными игроками оставались и остаются до сих пор те же Caterpillar и Terex. Первые продолжают расширять 600-ю серию, выпуская одно- и двухмоторные машины мощностью от 170 до 500 лошадиных сил с ковшами объемом от 8,5 до 34 кубических метров. Второй сосредоточился на производстве 11-кубовых скреперов серии Terex TS14B. Также к ним добавилась компания John Deere, производящая прицепные скреперы объемом от 11 до 23 кубических метров, и Kitec, у которой объем топовых скреперов достигает 48 кубических метров. В настоящий момент доля скреперов в парке землеройных машин резко сократилась. Это связано с ростом производительности карьерных самосвалов, развитием экскаваторной техники и изменением самой структуры строительных работ. Тем не менее, пусть и в очень специфических условиях, эти машины по-прежнему эффективны и до сих пор применяются на строительстве автомагистралей, аэродромов и крупных промышленных объектов. На этом на сегодня все. Не забудьте подписаться. Всем ровных дорог и крепких насыпей. Пока!